Урок 1. Эффективное заполнение формы. Привет, Анна. Нам нужно заполнить несколько форм. Давайте быстро их заполним, не так ли? Привет, Джон. Конечно, нам не стоит медлить. Когда дело доходит до заполнения форм, ключевым фактором является эффективность. Правильно. Давайте начнем с внимательного чтения инструкций. Понимание требований поможет нам точно заполнить формы. Это хорошие замечания. Нам следует обратить внимание на любые конкретные инструкции или дополнительные документы, которые могут понадобиться. Как только мы узнаем, что требуется, давайте соберем всю необходимую информацию. Прежде чем мы начнем, важно все подготовить. Совершенно верно. Мы не хотим останавливаться на заполнении форм в поисках недостающих данных. Главное – подготовка. Теперь, когда мы готовы, давайте начнем с основной информации, имен, адресов и контактных данных. Да, мы должны писать разборчиво и проверять орфографические ошибки. Четкая и точная информация очень важна. Согласовано. Давайте перейдем к следующим разделам, где подробно расскажем о нашем трудовом стаже или образовательных квалификациях, если применимо. Помните, что нам следует сосредоточиться на соответствующей информации и избегать ненужных подробностей. Совершенно верно. Мы хотим включить все необходимое и избежать путаницы или задержек. По мере заполнения каждого раздела давайте рассмотрим наши ответы, чтобы убедиться в их точности и полноте. Неплохая идея. Быстрый обзор поможет нам выявить любые ошибки или упущения. Как только мы будем удовлетворены ответами, давайте при необходимости подпишем формы и датируем их. Правильно. Давайте не забудем еще раз проверить, нужно ли приложить какие-либо подтверждающие документы. Прежде чем отправлять формы, давайте сохраним копии для наших записей. Всегда полезно иметь резервную копию. Совершенно верно. Наличие копий пригодится на случай, если нам понадобится вернуться к предоставленной информации. Теперь, когда все готово, давайте отправим формы по назначенным каналам или в соответствующие органы. Да. Давайте внимательно следуем инструкциям по отправке, чтобы избежать ненужных задержек. Урок 2. Обработка отмен в последнюю минуту. Привет, Анна. Я думала о наших планах на будущее. Но что, если возникнет непредвиденная чрезвычайная ситуация, и мне придется отменить бронирование в последнюю минуту? Привет, Джон. Это обоснованное беспокойство. Иногда жизнь может подбрасывать неожиданные повороты. В таких ситуациях общение играет ключевую роль. Совершенно верно. Мне было бы неловко отменить бронирование в последнюю минуту, но иногда обстоятельства нам не подвластны. Важно проявлять понимание и гибкость. В случае возникновения чрезвычайной ситуации обязательно сообщите об этом собеседнику как можно скорее. В этом есть смысл. Своевременное уведомление собеседника свидетельствует о бережном отношении к его времени и позволяет ему при необходимости принять альтернативные меры. Именно так. Открытое и честное отношение к ситуации помогает поддерживать хорошие отношения и позволяет избежать недоразумений. Но что, если я не могу уведомить об этом? Например,
внезапная болезнь или срочное семейное дело. В таких случаях важно уделять приоритетное внимание своему благополучию или благополучию своей семьи. Ваше здоровье и семья всегда должны быть на первом месте. Это правда. Очень важно заботиться о себе и своих близких. Я рад, что вы понимаете. Конечно. Жизнь случается, и чрезвычайные ситуации могут возникнуть неожиданно. Важно проявлять сострадание и уступчивость. Спасибо. Я ценю ваше понимание. Я сделаю все возможное, чтобы избежать отмены бронирования в последнюю минуту, но если это произойдет, я свяжусь с вами как можно скорее. Это ответственный подход. Все дело в поддержании четких и открытых каналов связи. Совершенно верно. И если ситуация позволит, я постараюсь перенести или как-то наверстать упущенное, чтобы продемонстрировать свою преданность делу. Это вдумчивый жест. Это свидетельствует о вашей искренности и внимании к времени другого человека. Спасибо за совет. Теперь я более уверенно справляюсь с непредвиденными чрезвычайными ситуациями и эффективно общаюсь. Урок 3. Покупки модной одежды. Привет, Анна. Думаю, нам стоит изучить еще несколько вариантов. Что скажешь? Привет, Джон. Согласен, давайте продолжим поиски. Столько всего можно открыть для себя. Абсолютно. Я наткнулся на эту куртку, и она выглядит великолепно. Что ты об этом думаешь? Мне нравится этот стиль. Цвет и дизайн действительно модные. Это определенно станет модным украшением. Я тоже так думала. Важно найти вещи, которые выделяются друг на друга и отражают наш индивидуальный стиль. Определенно. Мода – отличный способ выразить себя и продемонстрировать свою индивидуальность. Совершенно верно. А выглядит материал качественно, а значит, прослужит долго. Когда речь идет об одежде, качество играет ключевую роль. Лучше инвестировать в вещи, которые прослужат вам долгие годы. Не могу не согласиться с этим. При выборе модной одежды важно учитывать долговечность и долговечность. Кстати, о выборе вы видели эту пару туфель. Они такие стильные и универсальные. Ух ты, эти туфли просто фантастические. Они отлично подойдут как к повседневной, так и к официальной одежде. Именно так. Всегда приятно иметь вещи, которые можно одевать как вверх, так и вниз в зависимости от случая. Это разумный подход к созданию универсального гардероба. Мы можем комбинировать и комбинировать друг с другом, создавая разные образы. Абсолютно. Все дело в том, чтобы максимально расширить наши возможности и получить максимальную отдачу от нашей одежды. Я согласен. Давайте не забудем также обратить внимание на посадку. Одежда должна быть удобной и привлекательной. Безусловно, комфорт – это главное. А когда что-то хорошо сидит, это повышает нашу уверенность в себе и улучшает внешний вид. Определенно. Мы хотим чувствовать себя хорошо в своей одежде и излучать уверенность в себе, куда бы мы ни пошли. И давайте не будем упускать из виду аксессуары. Они могут украсить любой наряд и добавить дополнительный штрих стиля. Вы правы.
Правильно подобранный аксессуар может существенно изменить внешний вид и дополнить общий образ. Совершенно верно. Именно эти мелкие детали могут оказать большое влияние на наш выбор моды. Не могу не согласиться с этим. Давайте продолжим исследовать и найдем изделия, которые действительно соответствуют нашему индивидуальному стилю. Определенно. Мир моды огромен, и здесь всегда можно открыть для себя что-то новое и интересное. Я рада, что мы пришли к единому мнению. Давайте продолжим наше модное путешествие и сделаем стильный выбор. Совершенно верно. Я с нетерпением жду возможности найти те идеальные вещи, которые позволят нам чувствовать себя уверенно и стильно. Я тоже. Давайте продолжим наше модное приключение и насладимся процессом создания наших уникальных образов. Определенно. Мода – это самовыражение и удовольствие от нашего стиля. Давайте сделаем его незабываемым. Я не мог бы сказать это лучше. Давайте вернемся и найдем эти модные жемчужины. Счастливых покупок! Урок 4. Основы кулинарии. Привет, Анна. Ты когда-нибудь пробовала готовить с разными маслами и специями? Привет, Джон. Да, я люблю экспериментировать с разными вкусами на кухне. Это придает блюдам глубину. Отлично! Я читал о преимуществах использования оливкового масла в кулинарии. Это, безусловно, универсальный вариант. Абсолютно. Оливковое масло не только полезно для здоровья, но и придает восхитительный вкус салатам, сате и маринадам. Не могу не согласиться с этим. Это одно из основных блюд средиземноморской кухни, которое придает блюдам неповторимый оттенок. Определенно. А когда дело доходит до специй, пробовали ли вы использовать куркуму и тмин? Да, у меня есть. Куркума очень полезна для здоровья, а тмин придает многим блюдам теплый землистый вкус. Верно. Куркума известна своими противовоспалительными свойствами, а тмин придает ей прекрасный аромат и вкус. Удивительно, как специи могут превратить простое блюдо в нечто необычное. Абсолютно. Они улучшают вкус и делают каждый кусочек восхитительным. В самом деле. Кстати, об ингредиентах. Вы когда-нибудь использовали консервированную фасоль в своей кулинарии? Да, у меня есть. Консервированная фасоль очень удобна, и ее можно использовать в различных блюдах, таких как супы, рагу и салаты. Это правда. Они являются отличным источником белка и клетчатки и экономят много времени при приготовлении еды. Определенно. Всегда полезно иметь в кладовке консервированную фасоль, чтобы быстро и питательно поесть. Не могу не согласиться с этим. Это универсальный ингредиент, который может придать вкус и насыщенность многим рецептам. Совершенно верно. Все дело в том, чтобы иметь хорошо оснащенную кухню с необходимыми ингредиентами для кулинарных приключений. Вы правы. Разнообразие масел, специй и основных продуктов питания позволяет нам попробовать блюда разных кухонь. Именно так. Это расширяет наши кулинарные горизонты и позволяет нам создавать разнообразные и интересные блюда.
А экспериментировать с разными вкусами на кухне может быть увлекательным и полезным занятием. Определенно. Это творческий процесс, который позволяет нам разработать свой уникальный кулинарный стиль. Я не мог бы сказать это лучше. Давайте продолжим изучать новые ингредиенты и вкусы в нашей кулинарии. Совершенно верно. Давайте снабдим наши кухни необходимыми продуктами, такими как оливковое масло, консервированная фасоль и специи. Согласовано. Возможности безграничны, и мы можем приготовить вкусные и незабываемые блюда у себя дома. Я с нетерпением жду продолжения наших кулинарных приключений. Давайте продолжим учиться и развиваться на кухне. Я тоже. Давайте познакомимся со вкусами, поэкспериментируем с новыми рецептами и насладимся кулинарным путешествием. Определенно. Кулинария – это не только питание, но и творчество и радость. Приветствую вас! Действительно, ура! Вас ждет множество вкусных блюд, восхитительных вкусов и удовольствия от приготовления пищи. Давайте насладимся каждым моментом. Урок 5. Спокойствие природы. Привет, Анна. Вы когда-нибудь бывали в действительно захватывающем и безмятежном месте? Привет, Джон. Да, мне посчастливилось побывать в невероятно спокойных и красивых местах. Звучит потрясающе. Могу себе представить, как спокойная вода делает окрестности еще более спокойными. Абсолютно. Пребывание рядом с безмятежными водами, будь то озеро или океан, оказывает успокаивающее действие на душу. Я могу представить себе, как нежная рябь и шум воды, бьющийся о берег, создают ощущение спокойствия. Да, ритмичные звуки природы могут быть невероятно безмятежными и помогают нам обрести душевный покой. Удивительно, как природа способна успокоить наши умы и дать ощущение расслабления. Определенно. Погружение в красоту природы позволяет нам отключиться от шума повседневной жизни. Это так. Она обеспечивает столь необходимый выход и позволяет нам перезарядить наши батареи. Совершенно верно. Природа обладает невероятной способностью омолаживать и вдохновлять нас так, как ничто другое. Я согласен. Захватывающие дух виды и ощущение гармонии с природой действительно впечатляют. Именно в такие моменты мы понимаем, насколько мы малы в общем плане вещей и насколько драгоценна жизнь. Именно так. Это унизительный опыт, напоминающий нам о необходимости ценить окружающую нас красоту. У природы есть способ взглянуть на вещи в перспективе и напомнить нам о том, что действительно важно в жизни. Я не мог бы сказать это лучше. Важно найти время, чтобы пообщаться с природой и найти утешение в ее объятиях. Совершенно верно. Природа – могущественный целитель и источник вдохновения для наших умов и душ. Давайте постараемся найти эти безмятежные места и погрузиться в спокойствие природы. Я полностью за это. Давай уделим время тому, чтобы оценить потрясающую красоту, которая окружает нас. Определенно. Речь идет о том, чтобы найти эти моменты безмятежности и позволить себе погрузиться в чудеса природы. Совершенно верно.
Давайте воспользуемся успокаивающим влиянием природы, пусть она восстанавливает наше настроение и приносит радость. Не могу не согласиться с этим. Давайте приложим сознательные усилия, чтобы окружить себя спокойствием природы. Природа может многое предложить. Давайте исследовать ее, ценить ее и позволять спокойствию наполнять наше сердце и умы. Звучит как чудесный план. Давайте отправимся в безмятежное путешествие и насладимся красотой природы. В самом деле, давайте погрузимся в спокойные воды природы и позволим ее волшебству полностью окутать нас. Я не могу быть более взволнован. Давайте отправимся туда и окунемся в захватывающую безмятежность мира природы. Совершенно верно. Давайте оставим воспоминания на всю жизнь и сохраним спокойствие, которое дарит нам природа. Здесь царит безмятежность природы и радость, которую она приносит нам. Пусть мы всегда находим утешение в ее объятиях. Ура! Урок 6. Привычки здорового питания. Привет, Анна. Вы когда-нибудь думали включить в свой рацион свежие фрукты, овощи, цельное зерно и нежирные белки? Привет, Джон. Да, я считаю, что употребление этих питательных продуктов необходимо для поддержания здорового образа жизни. Приятно это слышать. Свежие фрукты и овощи богаты витаминами и минералами, которые питают наш организм. Абсолютно. Они обеспечивают нас необходимыми питательными веществами и антиоксидантами для поддержания общего самочувствия. Важно выбирать разнообразные красочные фрукты и овощи, чтобы получить широкий спектр питательных веществ. Определенно. Каждый цвет представляет собой разные фитохимические вещества, которые обладают уникальной пользой для здоровья. Это очень интересно. Я и не подозревал, что разные цвета фруктов и овощей имеют такое значение. Да, это естественный способ обеспечить нас разнообразными питательными веществами для поддержания нашего здоровья. В этом есть смысл. А как насчет цельного зерна? Как они способствуют здоровому питанию? Цельное зерно – отличный источник клетчатки, витаминов и минералов. Они обеспечивают устойчивую энергию и помогают пищеварению. Понимаю. Таким образом, добавляя в пищу цельнозерновые продукты, мы можем дольше чувствовать сытость и поддерживать стабильный уровень энергии. Совершенно верно. Цельнозерновые продукты, такие как киноа, коричневый рис и цельнозерновый хлеб, являются отличными вариантами для включения в наш рацион. А как насчет постных белков? Как они играют роль в поддержании здорового образа жизни? Нежирные белки, такие как курица, рыба, тофу и бобовые, содержат незаменимые аминокислоты для роста и восстановления мышц. Это интересно. Таким образом, включение постных белков в пищу помогает поддерживать мышцы и общую силу. Да, именно так. Для получения разнообразных питательных веществ важно выбирать постные куски мяса и альтернативные источники белка. Я рада это знать. Очень важно придерживаться сбалансированной диеты, включающей разнообразные питательные продукты. Совершенно верно. Наш организм процветает, когда мы питаем его полезными и богатыми питательными веществами пищей. Удивительно, как пища, которую мы едим,
может оказывать такое значительное влияние на наше общее состояние здоровья и самочувствия. Да, это свидетельство того, как питание поддерживает наш организм и способствует долголетию. Не могу не согласиться с этим. Давайте отдадим предпочтение свежим фруктам, овощам, цельнозерновым продуктам и постным белкам. Определенно. Уделяя приоритетное внимание этим продуктам, мы можем создать основу для здоровой и динамичной жизни. Все дело в том, чтобы принимать осознанные решения и обращать внимание на то, что мы вводим в свое тело. Совершенно верно. Давайте продолжим самообразование и будем принимать обоснованные решения о своем питании. Мне не терпится изучить новые рецепты и включить эти питательные продукты в наши блюда. Я тоже. Давайте вместе отправимся в вкусное и полезное путешествие. За сбалансированное питание и здоровый образ жизни. Пусть наше благополучие всегда будет для нас приоритетом. Урок 7. Будущее работы. Привет, Анна. Вы заметили, что личные разговоры стали менее распространенными с появлением удаленной работы? Привет, Джон. Да, похоже, что удаленная работа изменила наше взаимодействие и общение друг с другом. Определенно. Благодаря удобству технологий виртуальные встречи и онлайн-общение стали нормой. Интересно, как технологии позволили нам общаться с людьми со всего мира, не выходя из дома. Совершенно верно. Удаленная работа как никогда открыла возможности для сотрудничества и гибкости. Однако мне не хватает индивидуальности личных разговоров и невербальных сигналов, которые они дают. Я согласен. В умении читать язык тела и мимику человека вживую есть что-то уникальное. Это правда. Язык тела играет важную роль в общении и может помочь нам понять нюансы разговора. Вот почему важно найти баланс между виртуальным и личным общением, особенно для построения отношений. Определенно. Беседы лицом к лицу позволяют нам установить более тесную связь и укрепить доверие с другими. Кроме того, легче налаживать взаимопонимание и разрешать конфликты, когда мы можем напрямую общаться друг с другом. Да, иногда простой личный разговор может привести к творческим решениям и лучшему пониманию друг друга. Совершенно верно. Важно признать ценность виртуального и личного общения в нашей профессиональной жизни. Удаленная работа имеет свои преимущества, такие как повышение гибкости и сокращение времени в пути, но мы не должны упускать из виду важность личных контактов. Не могу не согласиться с этим. Поскольку будущее сферы труда продолжает меняться, нам необходимо найти способы найти баланс между ними. Именно так. Речь идет о том, чтобы использовать технологии для повышения эффективности и при этом оставлять место для содержательного личного общения. Давайте постараемся уделить приоритетное внимание личным связям и по возможности будем искать возможности для личных бесед. Совершенно верно. Таким образом, мы можем создать рабочую среду, в которой ценятся как производительность, так и человеческие связи. Вот как найти правильный баланс между виртуальным и личным общением в будущем на работе.
Ура этому! Давайте воспользуемся преимуществами удаленной работы и при этом ценим личное общение. Хорошо сказано. Давайте адаптируемся к меняющимся условиям работы и максимально воспользуемся открывающимися возможностями. Урок 8. Приключения на свежем воздухе. Привет, Анна. Вы когда-нибудь пробовали заниматься активным отдыхом, требующим специального снаряжения или снаряжения? Привет, Джон. Да, мне нравится гулять на свежем воздухе и участвовать в мероприятиях, требующих специального оборудования. Это захватывающе. Какое снаряжение вы обычно используете для своих приключений на свежем воздухе? Ну, это зависит от активности. Для походов я стараюсь иметь удобную обувь для ходьбы и много воды. Удобная обувь для ходьбы необходима для предотвращения дискомфорта и обеспечения приятных впечатлений от походов. Совершенно верно. Важно выбирать обувь, обеспечивающую хорошую поддержку и сцепление с дорогой для передвижения по разным рельефам. А достаточное количество воды очень важно для предотвращения обезвоживания во время активного отдыха, особенно в жаркие дни. Да, гидратация помогает поддерживать уровень энергии и предотвращает обезвоживание, которое может быть опасным. А как насчет других видов активного отдыха, таких как кемпинг или скалолазание? Требуется ли для них также специальное снаряжение? Определенно. Для кемпинга у меня обязательно есть прочная палатка, спальный мешок и походная печь для приготовления пищи. Наличие надежной палатки и спального мешка обеспечивает комфортный ночной сон и защиту от непогоды. А походная печь позволяет мне готовить еду и наслаждаться горячей едой даже в пустыне. Звучит удобно. А как же скалолазание? Какое снаряжение вам понадобится для этого? Для скалолазания мне понадобятся ремни безопасности, обувь для скалолазания и шлем. Ремень безопасности и обувь для скалолазания обеспечивают устойчивость и поддержку при взбирании по скалам, а шлем защищает голову от возможных падений. Именно так. Безопасность всегда должна быть приоритетом при занятиях на свежем воздухе, связанных с высотой и потенциальными рисками. Важно инвестировать в качественное снаряжение и оборудование, чтобы обеспечить нашу безопасность и улучшить наши впечатления от активного отдыха. Совершенно верно. Качественное снаряжение не только обеспечивает комфорт и безопасность, но и повышает общее удовольствие от занятий. Я согласен. Чтобы получить максимум удовольствия от наших приключений на свежем воздухе, стоит провести небольшое исследование и инвестировать в подходящее снаряжение. И всегда полезно проверять прогноз погоды и быть готовым к любым изменениям условий. Отличное замечание. Подготовка и наличие подходящего снаряжения могут существенно повлиять на наш отдых на свежем воздухе. Определенно. Давайте продолжим исследовать природу и максимально использовать наши приключения на свежем воздухе. Совершенно верно. Здесь вас ждет еще много интересных впечатлений на свежем воздухе и экипировка, которая поможет вам в этом. Ура этому! Давайте окунемся в красоту природы и настроимся на незабываемые приключения. Хорошо сказано. Давайте приготовимся и максимально насладимся нашими занятиями на свежем воздухе. Вас ждут приключения. В самом деле, давайте отправимся в захватывающие приключения и оставим незабываемые впечатления на свежем воздухе.
Не могу не согласиться с этим. Давайте превратим каждое приключение на свежем воздухе в путешествие, достойное того, чтобы его ценить. Урок 9. Выбор идеальных помидоров. Привет, Анна. У тебя есть какие-нибудь советы по выбору идеальных помидоров в продуктовом магазине? Привет, Джон. Да, при выборе помидоров следует обратить внимание на несколько вещей. Приятно это знать. На что следует обратить внимание при выборе помидоров? Во-первых, избегайте помидоров с синяками или пятнами. У них должна быть гладкая и упругая кожа. Итак, гладкая и упругая кожица говорит о том, что помидоры свежие и в хорошем состоянии. Именно так. Синяки или пятна могут указывать на то, что помидоры перезрели или с ними неправильно обращались. В этом есть смысл. Есть ли еще что-то, что мне следует учитывать при сборе помидоров? Да, цвет – еще один важный фактор. Ищите помидоры яркого и однородного цвета. Какие цвета мне следует искать? Существуют ли какие-либо конкретные показатели спелости? Спелые помидоры могут быть разных цветов в зависимости от сорта. Ищите помидоры глубокого и насыщенного цвета. Это приятно знать. Я буду следить за помидорами яркого и однородного цвета. Отлично! Еще одна вещь, которую следует учитывать, это вес помидоров. Для своего размера они должны казаться тяжелыми. Итак, более тяжелый помидор означает, что он сочнее и ароматнее. Да, более тяжелые помидоры обычно означают, что в них больше воды, что может способствовать их сочности. Отличный совет. Я обязательно выберу помидоры, которые кажутся мне тяжелее в руке. Наконец, слегка отожмите помидоры. Они должны слегка поддаваться давлению, но не быть слишком мягкими. Значит, слишком мягкий помидор может перезреть или даже начать гнить. Именно так. Вы должны избегать слишком мягких или мягких помидоров. Эти советы определенно помогут мне выбрать идеальные помидоры. Я ценю ваш совет. Добро пожаловать! Я рада, что смогла помочь. Помните, что правильно выбрав помидоры, вы можете улучшить вкус своих блюд. Совершенно верно. Все дело в выборе самых свежих и ароматных ингредиентов. В самом деле, приятного вам приготовления и вкусных помидоров, которые вы собираете. Счастливой готовки! Спасибо. Мне не терпится применить эти советы на практике и насладиться аппетитными блюдами на основе помидоров. Уверена, ваши блюда получатся потрясающими. Приятного приготовления и наслаждения этими сочными помидорами. Я так и сделаю. Вот вам и выбор идеальных помидоров и приготовление кулинарных шедевров. Ура! Ура! Пусть ваши блюда будут наполнены вкусными и ароматными помидорами. Приятного аппетита! Спасибо. Давайте сделаем каждое блюдо праздником изысканных вкусов и свежих ингредиентов. Урок 10. Покупки в интернете. Привет, Анна. Вы когда-нибудь пробовали делать покупки в интернете?
Я слышала, что это довольно удобно. Привет, Джон. Да, я пробовал делать покупки в интернете, и это определенно удобный способ покупать самые разные товары. Приятно это слышать. Какие вещи вы обычно покупаете в интернете? Что ж, я покупаю в интернете широкий ассортимент товаров, от одежды и аксессуаров до электроники и предметов домашнего обихода. Это впечатляет. Похоже, что онлайн-магазины предлагают широкий выбор товаров. Совершенно верно. Онлайн-рынок предоставляет доступ к широкому спектру опций, которые могут быть недоступны в обычных магазинах. Это правда. Удобно иметь под рукой так много вариантов. Это определенно экономит время и силы. Кроме того, вы можете легко сравнить цены и прочитать отзывы перед покупкой. Это существенное преимущество. Это помогает убедиться в том, что вы принимаете взвешенное решение. Именно так. Отзывы клиентов могут дать ценную информацию о качестве и функциональности продукта. Я вижу, как покупки в интернете могут быть выгодны. Есть ли в этом недостатки? Что ж, один из потенциальных недостатков заключается в том, что вы не можете физически увидеть или примерить предметы перед их покупкой. Это вполне обоснованное беспокойство. Как вы с этим справляетесь? Обычно я проверяю таблицы размеров, внимательно читаю описание продуктов и ищу отзывы клиентов о размерах. Похоже, это хороший подход. Важно собрать как можно больше информации. Определенно. Еще одна вещь, которую следует учитывать, это надежность онлайн-продавца. Очень важно выбирать авторитетные и заслуживающие доверия веб-сайты. В этом есть смысл. Крайне важно обеспечить безопасные покупки в интернете. Совершенно верно. Ищите веб-сайты с безопасными способами оплаты и хорошей репутацией удовлетворенности клиентов. Я учту это. Когда дело доходит до покупок в интернете, безопасность и надежность являются ключевыми факторами. Совершенно верно. И не забудьте проверить наличие дополнительных расходов, таких как стоимость доставки или условия возврата. Хорошие замечания. Важно знать о любых дополнительных расходах или процедуре возврата товаров в случае необходимости. Именно так. Итак, вы уже пробовали делать покупки в интернете. Да, у меня есть. Я купил несколько книг и электроники в интернете. Это было довольно удобно. Приятно это слышать. Покупки в интернете могут сэкономить время и получить то, что вам нужно. Совершенно верно. Это определенно изменило наш подход к покупкам и открыло новые возможности. В самом деле, если мы подходим к этому с осторожностью и осознанностью, покупки в интернете могут стать отличным ресурсом. Я согласен. Давайте воспользуемся удобством покупок в интернете, не забывая при этом о своем выборе. Хорошо сказано. Удачных покупок в интернете и открытия новых сокровищ всего за несколько кликов. Спасибо. Все дело в удобстве и безграничных возможностях онлайн-шоппинга. Ура!
Урок 11. Зеленые кончики большого пальца. Привет, Анна. Я недавно начала заниматься садоводством, и мне интересно, есть ли что-то еще, что мне нужно знать, кроме полива растений. Привет, Джон. Приятно это слышать. Садоводство может быть полезным хобби. Помимо полива, вам следует учесть еще несколько вещей. Понимаю. Что еще мне следует иметь в виду, чтобы обеспечить здоровье и рост моих растений? Одним из важных аспектов является удобрение растений. Для роста им нужны питательные вещества. В этом есть смысл. Как часто я должен удобрять свои растения и какие удобрения использовать? Частота и тип удобрения зависят от вида растений. Некоторым растениям требуется регулярное внесение удобрений, а другим – реже. Я обязательно изучу конкретные потребности каждого из моих растений. Есть ли общие советы по выбору подходящего удобрения? Да, при выборе удобрения учитывайте содержание питательных веществ в нем. Ищите сбалансированное удобрение, содержащее такие важные элементы, как азот, фосфор и калий. Получил сбалансированное удобрение с необходимыми элементами. Есть ли особый способ применения удобрения? Лучше всего следовать инструкциям на упаковке удобрений. Обычно его нужно равномерно распределить по основанию растения, а затем полить. Звучит достаточно просто. Я обязательно буду внимательно следовать инструкциям. Отлично! Еще один совет – внимательно относитесь к срокам. Для достижения оптимальных результатов удобряйте растения во время активного вегетационного периода. Важное значение имеет время. Я буду следить за вегетационным периодом и вносить соответствующие удобрения. Отлично! Помните, что чрезмерное удобрение может нанести вред растениям, поэтому всегда соблюдайте рекомендуемую дозировку. Хорошие замечания. Я бы не хотел причинить вред, переусердствуя. Совершенно верно. И не забывайте тщательно поливать растения после внесения удобрений, чтобы питательные вещества достигли корней. Я обязательно правильно поливаю их после внесения удобрений. Спасибо за напоминание. Добро пожаловать! Садоводство – это поддержание здоровой и благоприятной среды для ваших растений. Я начинаю это понимать. Дело не только в поливе. Необходимо учитывать множество факторов. В самом деле, каждое растение имеет свои специфические потребности, поэтому важно изучить и понять их. Я найду время, чтобы узнать об индивидуальных требованиях моих растений. Я хочу обеспечить им наилучший уход. Приятно это слышать. Ваши растения оценят дополнительное внимание и заботу. Надеюсь, что да. Я очень рад видеть, как они растут и процветают под моей опекой. Уверен, что так и будет. Благодаря вашей самоотверженности и нужным знаниям ваш сад будет процветать. Спасибо. Ваши рекомендации были бесценны. За успешное садоводство и яркие, здоровые растения. Ура! Урок 12. Планирование поездки. Привет, Анна. Я думала о нашей предстоящей поездке. Как нам составить бюджет с точки зрения расходов?
Привет, Джон. Это отличный план. Когда дело доходит до составления бюджета на поездку, мы должны учитывать несколько моментов. В этом есть смысл. Какие ключевые факторы нам следует учитывать? Во-первых, нам нужно подумать о транспортных расходах. Как вы планируете добраться до места назначения? Я подумывал полететь в город. Итак, нам следует учитывать стоимость билетов на самолет. Совершенно верно. Важно исследовать разные авиакомпании и сравнивать цены, чтобы найти лучшие предложения. Неплохая идея. Я рассмотрю разные авиакомпании и тарифы, чтобы найти наиболее доступный вариант. Отлично. Далее следует рассмотреть вопрос о размещении. Как вы представляете себе наше пребывание в городе? Думаю, было бы неплохо остановиться в отеле. Нам следует найти тот, который соответствует нашему бюджету. Определенно. При выборе отеля учитывайте местоположение, удобство и стоимость номеров. Я обязательно найду отель, отвечающий нашим потребностям, но не выходя за рамки нашего бюджета. Замечательно. Еще одна важная статья расходов, которую следует учитывать, это еда. Как вы планируете питаться во время нашей поездки? Думаю, нам следует попробовать сочетать питание в ресторане и приготовление еды, чтобы сэкономить деньги. Что скажешь? Похоже, это хороший план. Поищите в местных ресторанах доступные варианты, и мы также можем купить продукты для приготовления еды. Это разумный подход. Мы можем попробовать блюда местной кухни, не забывая при этом о своих расходах. Именно так. Кроме того, не забудьте указать любые достопримечательности или мероприятия, которые вы хотите посетить в городе. Правильно. Нам следует изучить стоимость музеев, экскурсий или любых других достопримечательностей, которые мы хотим посетить. Совершенно верно. Ищите любые скидки или пакетные предложения, которые помогут сократить расходы. Я сделаю заметку, чтобы изучить стоимость достопримечательностей и посмотреть, есть ли специальные предложения. Отлично! Наконец, всегда полезно отложить дополнительные деньги на непредвиденные расходы или сувениры. Это хорошие замечания. Наличие резервного фонда гарантирует, что мы готовы к любым непредвиденным расходам. Определенно. Лучше подготовиться и на всякий случай запастись дополнительными средствами. Я согласен. Таким образом, предусмотрев транспорт, проживание, питание, достопримечательности и резервный фонд, мы сможем эффективно спланировать поездку. Совершенно верно. Правильное составление бюджета помогает нам получать удовольствие от поездки и при этом не забывать о расходах. Спасибо. Я ценю ваш совет. Я сразу же начну работать над нашим бюджетом. Добро пожаловать! Я рада, что смогла помочь. Помните, что заблаговременное планирование и составление бюджета сделают нашу поездку еще более Я приятной. так и сделаю. Впереди хорошо спланированное и бюджетное приключение. Ура! Урок 13. Планирование путешествий. Привет, Анна. Я подумываю о планировании поездки. Вы тоже подумали о месте? Привет, Джон. Безусловно,
Местоположение является важным фактором, который следует учитывать при планировании поездки. Куда вы собираетесь поехать? Я искал место недалеко от побережья с прекрасными пляжами и множеством развлечений на свежем воздухе. Похоже, это отличный план. Прибрежные курорты предлагают множество возможностей для отдыха и приключений. Именно так. Я хочу насладиться пляжем, а также исследовать окрестности. Вы имели в виду какое-то конкретное место? Что ж, я всегда хотела посетить побережье Амальфи в Италии. Оно известно своими потрясающими пейзажами и живописными городами. Италия звучит потрясающе. Я слышал много интересного о побережье Амальфи. Какие еще места вы рассматривали? Я также заглянула во французскую ривьеру. Здесь царит такое же очарование побережья, где сочетаются роскошь и естественная красота. Французская ривьера тоже звучит прекрасно. Знакомство со средиземноморским стилем жизни должно быть просто фантастическим. Определенно. Средиземноморский регион уникален своей яркой культурой, вкусной кухней и захватывающими дух пейзажами. Не могу не согласиться с этим. Итак, планируя такую поездку, как нам спланировать расходы? Важно учитывать различные расходы, такие как проживание, транспорт, питание, развлечения и любые дополнительные расходы. В этом есть смысл. Как точно оценить расходы? Хорошей отправной точкой является изучение средней стоимости проживания и транспорта в выбранном месте. Туристические онлайн-сайты могут предоставить полезную информацию. Я обязательно соберу всю необходимую информацию о ценах и затратах. Есть ли что-то еще, что нам следует иметь в виду? Не забудьте выделить бюджет на питание и развлечения. Ищите местные закусочные и бесплатные или недорогие достопримечательности, которые помогут вам справиться с расходами. Хорошие замечания. Изучение местной кухни и поиск доступных развлечений могут улучшить общее впечатление. Совершенно верно. Все дело в том, чтобы найти баланс между наслаждением тем, что может предложить это место назначения, и проживанием в рамках разумного бюджета. Я учту это. Важно заранее планировать поездку и выделять средства на каждый аспект поездки. Планирование и составление бюджета помогут вам получить максимум удовольствия от поездки без финансовых трудностей. Спасибо за совет. Я ценю ваши идеи. Теперь я лучше подготовлен к планированию поездки. Добро пожаловать! Я рада, что смогла помочь. Надеюсь, ваше путешествие будет спланировано гладко и вас ждет невероятное приключение. Спасибо. Мне не терпится исследовать прекрасные прибрежные места и создать незабываемые воспоминания. Урок 14. Музыкальные занятия. Привет, Анна. Я подумываю взять в руки музыкальный инструмент. Кажется, это отличный способ расслабиться. Привет, Джон. Это прекрасная идея. Игра на музыкальном инструменте может стать полноценным хобби. Вы уже решили, на каком инструменте хотите научиться? Я склоняюсь к гитаре. Она универсальна и широко используется в разных жанрах музыки. Похоже,
Это разумный выбор. Гитара – популярный инструмент с широким спектром учебных ресурсов. Я слышал, что последовательная практика крайне важна для прогресса. Как часто мне нужно тренироваться, чтобы увидеть улучшение? Регулярная практика действительно важна. Начинать с 20-30 минут в день, по крайней мере 5 дней в неделю – это хороший способ заложить прочную основу. Понял. Я постараюсь каждый день уделять время тренировкам. Это отличное обязательство. Последовательность поможет вам развить мышечную память и улучшить игровые навыки. Мне не терпится начать. Есть ли какие-либо конкретные техники или упражнения, на которых мне следует сосредоточиться? Совершенно верно. Начните с базовых форм аккордов и упражнений для пальцев, чтобы укрепить пальцы и улучшить координацию. Я обязательно включу эти упражнения в свою тренировочную программу. Есть ли онлайн-ресурсы, которые вы рекомендуете новичкам? Доступно множество ресурсов. Такие веб-сайты, как YouTube и платформы онлайн-обучения, предлагают бесплатные уроки и учебные пособия для новичков. Это полезно. Я буду изучать эти платформы, чтобы дополнить свое обучение. Есть ли какие-то конкретные песни, с которых вы бы посоветовали мне начать? Начните с простых песен, в которых используются выученные вами аккорды. Это отличный способ применить свои знания и сохранить мотивацию. Я буду искать песни для новичков, чтобы попрактиковаться и постепенно повышать уровень сложности. Спасибо за предложение. Добро пожаловать! Помните, что изучение игры на музыкальном инструменте – это путешествие. Не отчаивайтесь из-за трудностей. Получайте удовольствие от процесса. Я учту это. Все дело в том, чтобы наслаждаться музыкой и получать удовольствие от обучения. Совершенно верно. Музыка – это универсальный язык, который приносит радость и удовлетворение. Я очень рад твоему музыкальному путешествию. Спасибо. Я ценю ваше руководство и поддержку. Давайте откроем для себя радость игры на музыкальных инструментах. Урок 15. Достижение целей. Привет, Анна. Я думала о наших целях и способах их достижения. Проводили ли вы подобную работу в прошлом? Привет, Джон. Да, я работал над различными проектами и добился значительных результатов. Каких целей вы хотите достичь? У меня есть личная цель пробежать марафон. Я хочу улучшить свою физическую форму и испытать себя физически. Ты когда-нибудь готовился к марафону? Звучит как отличная цель. Хотя я специально не готовился к марафону, у меня есть опыт бега на длинные дистанции. Я определенно могу помочь вам несколькими советами. Это было бы замечательно. Я знаю, что для этого нужны целеустремленность и структурированный план тренировок. Как мне его создать? Сначала оцените свой текущий уровень физической подготовки и установите реалистичные ориентиры. Постепенно увеличивайте пробег и используйте кросс-тренинги для повышения выносливости и предотвращения травм. Звучит разумно. Постепенный прогресс и предотвращение травм важны для долгосрочного успеха. Есть ли предложения по питанию во время тренировок? Правильное питание имеет решающее значение для подготовки к марафону. Убедитесь,
что вы придерживаетесь сбалансированной диеты, содержащей достаточное количество углеводов для получения энергии и белка для восстановления мышц. Я Гидратация позабочусь о также своем играет питании и буду ключевую правильно роль. увлажняться. Очень важно заряжать свое тело энергией для сложных тренировок. Совершенно верно. Не забывайте прислушиваться к своему телу и давать ему достаточный отдых. Восстановление так же важно, как и сама тренировка. Я учту это. Отдых и восстановление позволят моему телу адаптироваться и стать сильнее. Сталкивались ли вы с какими-либо трудностями при достижении своих целей? Определенно. Трудности – это часть нашего путешествия. Важно сохранять мотивацию и преодолевать препятствия на своем пути. Имейте позитивный настрой и верьте в свои способности. Я это запомню. Вызовы — это возможности для роста и обучения. Важно сохранять сосредоточенность и настойчивость. Совершенно верно. Не забывайте отмечать свои вехи и достижения на этом пути. Важно признавать свой прогресс и сохранять мотивацию. Это отличное напоминание. Празднование небольших побед поможет мне мотивировать и воодушевить на достижение своей конечной цели. Я рада, что вы сочли это полезным. Окружите себя поддерживающим сообществом или партнером по обучению, который будет вдохновлять вас и помогать вам на протяжении всего Это хорошие путешествия. замечания. Наличие системы поддержки может иметь существенное значение. Мы можем мотивировать друг друга и нести ответственность. Определенно. Вместе мы можем добиться многого. Помните, что путь к вашей цели так же важен, как и достижение самой цели. Спасибо за рекомендации. Я ценю ваши идеи. Мне не терпится отправиться в это путешествие и достичь своей цели в марафоне. Урок 16. Изучение города. Привет, Анна. Я планирую поездку в новый город. Есть ли у вас какие-либо рекомендации по местам для посещения? Привет, Джон. Обязательно посетите городской музей. В нем представлены история и культура города. Вы уже бывали в музеях? Да, в прошлом я побывал в нескольких музеях. Я нахожу их интересными. Музеи — отличный способ познакомиться с местным наследием. Это замечательно. Музеи предоставляют обширную информацию и позволяют глубже понять корни города. Я согласен. Изучение истории и культуры того или иного места обогащает впечатление от путешествий. Рекомендуете ли вы какие-либо конкретные экспонаты? Это зависит от ваших интересов, но я предлагаю посетить постоянные экспозиции, посвященные вехам и знаменательным событиям города. Звучит интригующе. Я обязательно посмотрю эти экспонаты, чтобы получить полное представление об истории города. Кроме того, не забудьте посетить местные рынки и попробовать блюда региональной кухни. Это фантастический способ погрузиться в местную культуру. Совершенно верно. Мне нравится пробовать новые блюда и знакомиться с местными вкусами. На какие именно блюда мне стоит обратить внимание? В каждом городе есть своя особенность. Спросите местных жителей об их рекомендациях. Попробовав традиционные блюда, вы познакомитесь с кулинарным наследием города. Я обязательно поищу местные фавориты.
Это отличный способ оценить уникальные кулинарные традиции города. Во время прогулок обязательно ознакомьтесь с архитектурой и достопримечательностями. Они часто отражают историю города и являются прекрасной возможностью для фотографирования. Я буду держать камеру наготове, чтобы запечатлеть красивую архитектуру и знаковые достопримечательности. Это будет отличный способ сохранить воспоминания. Совершенно верно. Не забудьте пообщаться с местными жителями. Они могут предоставить ценную информацию и советы инсайдеров о городе. Общение с местными жителями – отличная идея. Они могут поделиться скрытыми сокровищами и отдаленными местами, о которых туристы могут не знать. Точно. Местные рекомендации могут сделать ваше путешествие еще более незабываемым и уникальным. Ощутите местное гостеприимство и пообщайтесь с людьми. Мне не терпится исследовать город, узнать его историю, попробовать местную кухню и пообщаться с людьми. Это будет очень полезный опыт. Рада это слышать. Помните, что путешествие – это не только посещение достопримечательностей, но и погружение в местную культуру. Спасибо за ценные предложения. Я ценю ваши идеи. Я с нетерпением жду незабываемого путешествия.